Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Бритье, бритье, бритье. Сегодня по старой доброй традиции, ну как старой, уже неделя прошла, уже старая. У нас будет два станка, но одно мыло, потому что будет сегодня мыло связки с пришейвом. Ну как-то сами понимаете, комбинировать так, да? Ну и один помазок, один автошейв. Вы на крупный план, там помимо героя сегодняшнего обзора будет еще один подкидыш, который совершенно нечаянно как-то попался. Ну вот и узнаете, что это такое. А я начинаю подготовку. Догоняйте. Сначала хотел бы вам показать вот этого подкидыша, потому что я жду посылки с Китая, который заказывал сам. Но этот пришел как обыкновенная китайская посылка. Но когда я распаковал, я увидел, что это не совсем обыкновенная китайская посылка. Обратите внимание. Видите? Посмотрите, до чего докатились яки. Ну так интересно сделано. По весу, ну это что-то тяжеленькое. Возможно, даже может быть бронза эмалированная или что это. Ну смотрится-то шикарно, согласитесь. Достаточно презентабельно. Вот такие, брат, дела. Не ожидал, совсем не ожидал. И самое прикольное, что сами яки об этом не гугу, как партизаны. Можно сделать совсем короткую версию. Не, ну так, конечно, никто не будет бриться. Вот, ребята, на одном из следующих обзоров обязательно вам покажу этого красавца. В отдельном обзоре, но это не натуральная кожа. По крайней мере, вот по запаху. Не поджигал, но по запаху пока так. Там посмотрим. Хотя сделано аккуратненько. Но и так приятное впечатление производит. Ну все, а теперь герои нашего сегодняшнего обзора. За косарев спрашивали: Вадим, как отношения, хочу взять, то есть все. Ребята, пока не составил. То лезвие, которое поставил на него перед этим, не дало, скажем так, полной картины. Да и лезвие восход, скажем так, не самое ходовое. Я его сюда поставил больше для того, чтобы само лезвие показать, наверное. Это и было моей ошибкой. В следующий раз хочу поставить в него или рапиру, или Пол Сильвер, или жилет Blue Professional. А он обязательно еще раз пойдет на обзор, и я его покажу. И после этого, кстати, когда он уйдет на стрим, он будет именно с этой ручкой. Ну так, чтобы по фэншую, чтобы тот человек, кому это пришел, он придет, ну, чтобы сразу его мог раз так накрутить и в путь, и в бой сразу его и запустить. А сегодня будут еще два орла производства Яки. Беленький, длинненький, синенький, коротенький. Отличия в них я нашел. Ручки. Все остальное совершенно идентично. Даже вес голов одинаковый, по 28 грамм каждая. И каждая говорит, что это как бы Яки, Яки, Р-89, Яки, ура, Спартак, чемпион. Ну блин, ну хлопцы, ну вот смотрите, делают же граву, да? ДС, Яки. Ну дайте название голове. И все будут знать, вот эта голова такая, это такая. А так получается 100-500 голов, и иди разберись среди них, какая, где, что, как. Сейчас пока поставлю на них, на оба лезвия Пол Сильвер, и будем смотреть, что там у них с вылетом. Вот что мне никогда не нравилось, это когда вот дофига вот этой вот клеющей фигни сюда набузуют, бумажку отдирать. По краям же у нас идет режущая кромка, острая. Приходится быть осторожным. Длина голов у станков у обоих одинаково также, 41,2, поэтому ушки, конечно, торчать будут. У нас сегодня на улице 35. Сама температура способствует творческому процессу. Поэтому если или камера, или я начнут подвисать, сильно не удивляйтесь. Давайте с большого, наверное, начнем.
детский садик на прогулке. Ну, наверное, фоновое сопровождение. Слышите? Не сердитесь на детишек. Им-то пофигу, какая температура. У каждого, не знаю в каком месте, по энерджайзеру. И фигачат полный рост. Вот еще один DS Яки. Вроде равномерно все. Ну а теперь вот так будет правильно. А теперь помадок. Помадок сегодня будут те же яйца, только не в профиль, а синие. Крайне оставшийся от Яков. Вот такой вот гравочкой. Характеристики все те же самые. Я их сейчас обозначу с правой стороны. Но если предыдущий такой желто-оранжевый, какой он там был, приятного цвета, был хорош, но смею надеяться, что этот будет точно такой же. Среднюю скрипку у нас будет играть продукт от компании Soul-Poly. Это белорусская компания, где за директора, за грузчика, за разнорабочего, за производственника одно и то же лицо. Александр, он един во всем. Будут две вещи. Это мыло для бритья, веганское, ну и пришеев. И то пряное. Жду чего-то хорошего. Не первый раз, когда я пробую мыло этой компании, но и я вам так скажу, думаю, что все будет нормально. Но не будем забегать вперед. Мыло веганское. Вот посмотрите, пластиковая баночка. Открывается. Средней твердости. Вру. Выше средней твердости. Это не Colonel Kong, но вот такое прям. По запаху, ребята, чтоб я так жил. Хороший запах, мое. Но пришеев. Хорошо, что Александр отдельно написал и напомнил. Иванов, Викторович, не забудь тряхнуть. Да, действительно, здесь написано, что перед употреблением нужно стряхнуть, но шибко как-то мелко. Ну, зоркий глаз, молодецкий, 17-летний, возможно, я увидел бы, а мне что-то вот уже вот хорошо, что Александр напомнил. Вот сегодня вот этими вещами и будем бриться. Ну а полировать сегодня будем автошейвом. Компанию вы сами все знаете. Вот видите вот этого человека в очках. Я думаю, что это Тойва. Но рисовала это все, скорее всего, Элис. А внутри все, что вместе, это вот они вместе и делали. Тойва и Элис. Ну, красиво. И цвет красивый. По цвету я узнаю брата Колю Флойд. Вот по запаху посмотрим. Не думаю, что это Флойд, но по цвету приятно. Осадка никакого нет, значит не органика, значит что-то делали по-своему. Ну, пока все хорошо. Что будет дальше, посмотрим. Все, пошли бриться. Ребята, пофигу, на улице 35, я тут зашел в ванную прохладно, ну как-то, знаете, так, это, полегчало. Так, как Александр завещал, встряхнули, и так как это, вот я не знаю, что это за основа, там не написано, но масляная, не знаешь, брызни, увидишь. Вот. Ага. Ребята, это эмульсия, причем белого цвета. Причем, зараза, хорошо пахнет. Правда пряная? Не, ну я такие вещи люблю. Дай-ка еще раз пшикну. Ух ты. Ой-ой-ой. Ребята, вам понравится этим мазать. Потому что не только приятно на кожу, но оно еще и пахнет шикарно. Без перебора, взвешено. Видно, что дозировка отработана. Ну, в смысле, как отработана? Человек с чувством подходил, с пониманием. Если взять по пятибалльной шкале 5, это святых выноси, такой мощный, а нулевой это вообще без запаха, вот здесь где-то на троечку примерно. Но пахнет хорошо. Прям реально хорошо.
Уже по инерции уже все мазать пошел. Так, но это не то, что я, наверное, буду потом смывать. Сейчас я это просто вот так оставлю, пускай оно кушает, впитывается. Я, наверное, просто руки помою сейчас, ну и мылом займемся. Ученый опытом, я, наверное, вот так вот в этот раз делаю, потому что последний раз, когда я вот с яйцами работал от Яки, я просто стряхивал, и по итогу получилось, что с него больше ничего не идет, а там влаги было более чем. Я так не хочу, чтобы пена перла, я хочу сейчас просто загрузить помазок. Да, совершенно верно, пришеев и мыло созвучны. Но вот сейчас вижу, что влаги в помазке оставил столько, сколько хотел. Потому что смотрите, что происходит. Крупнодисперсионная пенка пошла, помазок грузится. Это-то мне не надо. Чтобы было немного пены, а чтобы было много густого. И чтобы оно все в помазок. Помазок. Все, больше не хочу. Интуитивно понимаю, что раз 30, но не больше, если не меньше, провел. Вот так вот, наверное, на помазке оставлю. И если что, это вот у меня будет на прозапас опять на лицо идти. Все, пошли бриться. Все-таки теплый компресс даже в такую погоду, он в принципе работает. Хотя тут уже попрохладнее, нежели там, поэтому тут как-то он все равно играет даже в такую погоду. Ну поехали, начнем с этой стороны. Помазок. Вы знаете, здесь другой узел. Угу. Здесь больше стержень. Он эластичный, работать не мешает. Но он здесь явственно ощущается. Ну чем я хуже Сани? Помните, как он свое мыло мазал, и у него вот такое сразу, да? Ну вот, получается, что не только папа может, который делает все это, но и каждый, кто это мыло возьмет, может сделать себе такую же беду. Я считаю, что мне это маленько густовато, поэтому я все-таки водички добавлю. Да. Но не рассчитано. Не рассчитано вот это все на маленькие площади. Я слишком... Я набрал на полноценный фейс, на всю харизму. А тут пол лица. Ну вот видите, некуда девать. Ну вот первый был в синей ручке. Давайте, наверное, им и начнем. Ну, пока нравится, пока нравится. Это, ну, вот сейчас. Ну, по роколу на 4 где-то вот так вот, примерно, на вскидку. Ну, дальше будет видно. Но здесь ничего не мазал, чуть-чуть, все равно чувствуется, что там был пришив.
Вы знаете, вот сейчас вот после того, как все прошел, я тут могу уже говорить не о каком-то польскожении, еще о чем-то. Я могу говорить о хорошо выделанной коже, или как это, ну знаете, как бархатистая, да, вот что-то вот типа такого. Когда во время бритья, странно и необычно это мне. Ладно, поехали дальше. Так, вот здесь, ага. Намочу чуть-чуть. Сейчас будет третий проход. Волосяной растительности на лице практически не в угу. И белая маска. Просто акцент себе поставьте такой, тынь, галочку. Слав, еще раз акцент. Вот смотри, видишь, да? Линия прям по скуле идет. Теперь смотри. Вот скула где. А это все ушло на ровную поверхность. Все, ребят. Специально все подбривки делал без мыла. Это должно было сказать и автошейве, при шейве, и о мыле. Ну вот сейчас в конце все смоем и посмотрим, тут красный, не красный, что там вообще будет. Но я побрился здесь. Все, переходим на следующую сторону. Синим коротким разобрались, переходим на длинный белый. Чуть-чуть намочу. Во время бритья запах уменьшается сильно. Но вот в этот момент об этом жалеешь, потому что из банки-то он шикарный. Ну, у белого такая же цепкая ручка, как и у синего, но у синего она, наверное, на полбалла более цепкая. Здесь она все-таки чуть-чуть вершины насечки сглажены. Не подскальзывает, нет, просто она меньше, чем на синем. То ли пришив так меняет всю полностью картину. Эти станки сейчас воспринимаются как, ну, не бархатные котята, но действительно как вот четверочка на Роковле. Причем полностью информативно. Ну, некоторая заслуга, конечно, в этом лезе Пол Сильвер, потому что оно не только острое, оно еще без гонора, скажем так. Оно нормально острое. Оно без ее. Надо тебе, вот, и все.
То есть вот за это я полсильвера люблю. Точно так же, как и жилет Professional Blue. Оно прогнозируемое, вот на что рассчитываешь, что и получаешь, и без лишних выгребонов. То есть вот все нормально. Еще раз. Ты смещаешь, уходишь от скулы. Неважно, чем бреешься. Клинковой, тэшкой. Это хороший способ уйти от бритья кожи на скуле на ровную поверхность. Шварканул по родинке, блин. Кажется, что эта голова чуточку как-то агрессивнее, ну не агрессивнее, злее чуть-чуть. На 5-10%, но я чувствую эти проценты. Ну вот. Воды. Ну вот, пожалуй, что и все. Все, ребят, побрились. Автошейв, компресс. Пока не пошел дальше. В банке, видите, что было, то и осталось. Ничего мы отсюда не взяли. Конечно, очень жаль, что приходится вот такие вещи вымывать. Но с другой стороны, я, наверное, сейчас все-таки рискну. И пускай со временем это высохнет, но все равно оно останется в банке. Вот, извиняюсь. Все равно оно останется в банке, никуда не денется. И в следующий раз, возможно, оно пригодится. Не буду я внутри вымывать, только снаружи. Ну а сам помазок. Посчитаю, сейчас здесь напишу, сколько раз мы там провели в баночке. По факту побрились на все стороны. На 3 раза, на 3 прохода. Пена еще осталась, я думаю, ну, прохода на 2 всяко разно. Пена приятная. Мелкодисперсионная, сливочно-хачушная, вот такое безэшное что-то, и упругая такая, упруга девчачья, что-то вот такое вот есть. Ну и по запаху, конечно, вот в своей массе, она, когда вот ее много, она пахнет. Вот когда вы по лицу ее размазываете, она, наверное, где-то 50% своего аромата теряет. А вот так, да, так вкусно. Ну все, компресс. Фух. Приходилось мне слышать от людей бывалых, кто частенько использует масляные пришейвы, эмульсионные пришейвы, что они долго разбирались, насколько они эффективны, насколько они хороши.
Но потом по итогу приходили к тому, что да, они работают, и основное их достоинство в том, что... Так, я, наверное, сейчас все-таки камешек возьму, а то он это не сошкрябал, это реально тыркнул. Мой мельчонок за 2 косаря, или сколько он там стоит. Ух. Вот так вот. И все дела. Я не думаю, что вот этот квасец мёля берут простые люди. Скорее всего, берут люди, которые голову деньгами не забивают. Те, кто считают деньги, я думаю, берут что попроще. Тем более там и осмо есть, и все такое прочее. Ну, каждый может на свой магазин, какой он там ходит, или в опаснаябритва.рф зайти посмотреть. Выбор-то есть, есть. Ну и обзорщик, мне вот этот вот дорогущий достался. Да, я могу о нем рассказывать. Но вот если бы я не обзорщик, стал бы я такой покупать, нет, ребят, не стал бы. Я тот, кто считает деньги. А вот кто не считает, скорее всего, такой бы и взял. Что ему голову забивать? Самый дорогой, иди сюда, и все. А по факту этот камень отличает от других, ну, пожалуй, что форма. Пожалуй, что форма. Ну, имя компании, конечно, это нельзя отрицать. Ну, а квасец, сам квасец. Ну, я не знаю, вот как провести структуру. Ну, понятно, что это натурал. Понятно, что это не плавленый. Понятно, что это из цельного куска точеный. Но другие-то компании тоже делают из цельного куска. Пускай они там, может быть, там какие-то маленько другие, там чуть-чуть мутноватые. Но все равно по факту это тот же самый квасец. Хорошая штука, хорошая. Так вот. Да, готов согласиться с этими опытными товарищами. Понимаете, в чем штука? Используя пришеивы, подобные этому, вы уже без всяких автошейвов вправе рассчитывать на то, что после бритья ваша кожа будет в необычном состоянии. В необычном. В бархатисто таком, ну, вот как у ребенка попка, да? Почему вот очень часто сравнивают Бэби Смулса с попкой ребенка? Да потому что у малышика, он когда маленький, она такая бархатисто, девственно, непорочно, не запятнанная ничем. Это просто ребенок, которого еще жизнь не успела испортить. Не дать ему ни хорошее, ни плохое, это просто чистый лист бумаги, это что-то непосредственное, так и кожа у него такая, понимаете? Вот бархат, это дряхлая бумажка по сравнению вот с тем, что вот у ребенка есть. Это ни с чем не сравнить. Даже сравнивая вот это, как вот попка у младенца, это мы льстим себе. Потому что у нас никогда так не будет. Мы просто стремимся получить вот то состояние, которое там есть. Но это уже невозможно по ряду причин. И вот нечто подобное, близкое, вот такие вот вещи-то и способны дать. Причем без автошейвов, потому что вот это я сейчас чувствую своей рукой. И вот этой рукой я чувствую, что мои догадки подтверждаются. И лучше бы этого не было. Но это, к сожалению, случилось. Сейчас я вам буду все это рассказывать, но как это объяснить, я не знаю. Сейчас будем вместе разбираться. Итак, автошейв Artisan, автошейв Splash J. Этот. В очках. О, веселая кондитерская. Ну, кондитерская, нет, не так сказал. Фруктовая. Веселая летне-фруктовая. Приятная. Какой-то конкретно отдельно взятый фрукт вы не выделите. Но это и не продуктовая корзина. Так не в холодильнике фруктами пахнет, нет. Жвачка. Дюшес какой-то. Это не чистый, не натурал, это химический запах. Но химический не в том смысле, что это химоза, а химический, что я не встречал, чтобы так фрукты пахли ярко выраженно. А здесь ярко выражено. Привкуса химозы здесь вы не найдете, его здесь нет. Жгется. Жгется. Так хорошо жгется. Градусов на 60 жгется. Ну хорошо.
Ух. А у Стаса сердцевина лучше была. Там за сердцевину я готов был там прям на баррикады, там но по шарам, на по шарам и все, и что-то вот такое. А здесь просто хорошо. Здесь оформление лучше, чем середина. Вот середина, она какая-то трепетно, алкогольно ранимая, что-то вот такое. Так вот и ждет, смотрит на тебя. Вот она боится, что ты про нее что-то хорошее, плохое скажешь. Вот только скажешь, и вот тут сразу пойдет, я тебе сейчас вот что-то вот такое ждет, что ты скажешь. Вот как это, вот представьте перед собой ждущего человека, который ждет, что вы ему сейчас что-то плохое скажете. Вы же не будете ему это говорить, правильно? Ну вот и здесь что-то вот такое. Но оформление, блин. Я думаю, это из той серии, что где вот можно сказать, что свита делает короля. Вот здесь вот это вот напряженно ждущая алкогольная середина, которая там ждет, что тут сейчас что-то вот про какую-нибудь, вот что-то ты скажешь, а вот свита приходит и говорит, да ладно, что ты посмотри, ну классный же пацан, ну все, давай, наливай. Что-то вот типа такого. И общий фон становится хорошим. Ну, ребят, скажу вам честно, уходовые здесь есть. По липкости что-то на предыдущее. Глицеринчику здесь бухано явно больше, чем 5%. Посмотрим сейчас, как оно будет уходить. Ну, это я так думаю, сколько на самом деле-то я не знаю. Из этих двух, вот вчерашний, ну, в смысле, позапрошлого Стаса водичка и вот эта водичка, стасовская, вот однозначно. Возможно, вот это вот, ну, скажем так, я не фанат таких вещей. Здесь для меня нет истории. Здесь нет чего-то такого, чтобы мне там... Сколько раз... Пойдем, все, забей. И все, и ты ушел, и уже не слушаешь, тебе уже не важно, ты уже увлечен, ты уже тебя понесло, и ты ля-ля, тополя, все, ты растворился, ты пропал. А здесь что-то заставляет думать, и вот... А тут это еще на тебя смотрит. Ну скажи что-нибудь сейчас, вот только скажи. Вот как-то вот так, внутри что-то такое, вот знаете, вот. Ну, не мое, ребят. При всем моем уважении и к Элисе Тоева, и липко сейчас, вот это вот все еще сейчас пока не прошла. Для кого может быть этот продукт? Для тех людей, кто любит фруктовые букеты, композиции. Алкоголь уже прошел, нету вообще совершенно никакого алкоголя. И вот этот ждущий взгляд, что ты скажи что-нибудь, он уже все протух, ну, потух. Ребята сейчас танками закидают. Нет, здесь этого запаха нет совершенно. Он уже потух, он ждал, но ты ничего не сказал, что он будет всю жизнь ждать, что ли. Все, он развернулся, ушел. И сам запах потихонечку уже уходит, сбавляется. Как, впрочем, и липкость. Автошейф не вырастил крылья, не пустил во всю Ивановскую, не стал разворачивать мою душу, но это, собственно, и не важно, потому что, ну, не каждой душе есть ключ, не каждому ключу суждено найти свою душу. То есть, ну, ты не можешь на все так разворачиваться. Ты такой, какой ты есть. Я, ты, все мы все разные. Если наши бы души можно было бы открыть одним и тем же ключом, да чё б мы стоили. Мы было бы организованное стадо. Ослику показал морковку, все стадо пошло. Но мы же не ослики, и это не морковка. То есть каждому свой продукт. Но это, к сожалению, не мой продукт. Но тем не менее, есть этот продукт для какого-то другого человека. Есть люди, которые любят этот продукт. Тут в большей степени я, наверное, буду верен, если я буду говорить за качество этого продукта, а не за запах. Потому что, ну да, запах тебе не подошел, качество-то ты можешь вот сказать вообще, что ничего. Так вот, по качеству. Да, жжется, значит, алкогольный, поорать мне это доставило удовольствие, с левой стороны орал больше, значит, мои подозрения подтвердились. Плюс ко всему,
липкость с рук потихонечку начинает уходить, на лице все еще осталось. Не знаю, как с ней разобраться, потому что жара сегодня у нас, ребята, 35 градусов. Поэтому некоторую часть, какой-то процент этой липкости можно списать на эту гребаную жару, потому что достало уже реально. За нее поговорим чуть позже. Поэтому до выяснения, когда это высохнет, убираем в сторону. Следующее. Давайте, наверное, начнем с пришейва, наверное. Ребят, кто любит себя, кто хочет повысить качество своего бритья, советую вам задуматься вот на такие вещи. Делать пришейв из того же мыла, которым вы бреетесь, да, несомненно, это выход. Работает. Что нет-то? Вполне себе. Просто это уже несколько качественно другой уровень. Это не пришейв уровня прораса. Я не говорю конкретно вот про пришейв Александра, про все многие пришейвы, которые вот такие вот идут. Это уже качественно другой уровень. Подходят ли те пришейвы вам, это вы разберетесь сами. Мне вот этот зашел по самые 100%. То есть реально вещь, реально работает. Что мне в нем понравилось? Первое, что сразу бросается в глаза, в нос будет, вернее, этот запах. Блин, кайфовый. Второе, та эмульсия, которая с дозатора выскочила, вначале растерялся, потому что я думал, что масло будет. Но потом, когда Александр напомнил еще, стряхни, понятно, что эмульсия. Так вот, 3 пшика мне хватило бы. Не знаю, сколько парни используют, но 3 пшика мне хватило полностью нанести на все лицо. Даже после того, как я нанес компресс, я все равно этот пришейв ощущал на своем лице. Самое прикольное, во время бритья я проверил, я его чувствовал. И после бритья, когда я уже все смыл, когда сделал компресс, вот что меня поперло-то по поводу попки младенца. Да потому что я чувствовал эту кожу. Ту самую кожу, к которой мы все стремимся, она уже была. Если обычно, вот без таких штук, это просто влажная кожа, которую ты сейчас знаешь, вот автошейвичком пройдешь, там, и все, у тебя будет хорошо. А тут уже проходить не надо было. По сути, вот с такой штукой, вот эта штука, это излишество. Вот я о чем. То есть вот это качественный, годный лично для меня. Не тешу себя надеждой, что с первого раза это раскусил. Я точно знаю, что с первого раза он мне понравился. Как он поведет себя дальше, я бы хотел еще испытать в Клинковой. Покажет пятак. 5 из 5. И сверху еще балл бы забабашил за аромат. Ну и знаете, вот так вот просто, вот еще бы балл, 7 баллов целиком. Это за то ощущение, на которое я не рассчитывал, но получил. После бритья я почувствовал, что вот оно есть. Вот да, не врут, не звездят люди. Есть после вот таких штук вот такая штука. Ну прям по кайфу. Саш, спасибо тебе огромное. Красавчик. Вот красавчик за то, что сумел сделать вот это. И сбалансированно с запахом обошелся. Не стал делать вырви глаз. И такой, чтобы вообще без запаха. Вот вещь, однозначно вещь. Было. Мне почему-то кажется, что это одно из самых экономичных мыл, которые я встречал. Я точно помню, что я 30 раз не превысил. И не на обычный помазок 24 мм диаметром, а на маленький 19. И тем не менее побрились. А здесь банка. Так и подозреваю, сколько тут, 100 грамм, да? Да, 120 грамм. Считайте сами, насколько вам этого хватит. Классическое классное оформление, которое Александр не меняет уже долгие годы. Это белый верх, черный низ. Переверните, наоборот. Черный верх, белый низ. Плюс ко всему этикетки, которые вы можете не бояться замочить водой. Ничего там не будет. Даже если влага попадет, потом как в гуся вода, и все будет хорошо, нормально. Веганская. Это вам говорит о чем? Что человек в веганском варианте достиг хороших показателей, плюс за небольшие деньги. Я, к сожалению, не могу сказать, сколько это стоит, потому что я вот еще даже не гуглил. Но почему-то мне кажется, что это где-то в пределах 400 рублей. Вот так вот на скидку. Вот 400-600, вот такая вилка. Дороже 600 я его не вижу, потому что веганская. Дешевле 400, но не. Такое мыло дешевле 400 не может стоить. Всяко разно. Вот так вот сейчас не гугля, не зная цены, ну 500. Вот так, чтобы вот середину золотую. Но в любом случае сейчас здесь что-то появится. Это то, насколько я лоханулся или наоборот точку попал. Я пока не знаю. Ну, если сильно промахнулся, вместе поржем. Но мне почему-то кажется, что вот где-то я там рядышком. Само мыло. Вы сами все видели.
пенообразование, как оно на лицо ложится, структура пены. Она такая, знаете, даже не мелкодисперсионная, она давно уже безе. И это безе, ну, с ним просто приятно работать. И настолько как-то все это просто, что даже вот как-то неудобно становится. Ну как так? С другими вон чего, а с этим вон чего. Ну как так? Ну вот так как-то умеет делать человек. Я вам не случайно обратил на третьем проходе, когда уже волосяного прокола совсем не было, мы нанесли пену и лицо было белое. Очень часто бывает, когда мы первый проход наносим, у нас прям белая шапка, потому что там волосы, они создают объем, мы пену нанесли, шапка толстая, естественно, шкура не просвечивает, и вот мы все из себя такой Дедушка Мороз. А на втором-третьем проходе уже пшик, обломчик. А почему облом? Да потому что волосев уже меньше, каркас, объем создавать нечем, та пена, которую мы наносим, шкура просвечивает, это говорит о плотности пены. А здесь плотность была такова, что нифига не просвечивала. Просто каждый слой был белый. Вот такая она плотная, понимаете? Скольжение инструмента, я не знаю, это или работа пришеева мыла, или самого мыла. Но я просто по сути не замечал. Мне было просто приятно и хорошо. Но это было на одной стороне. На другой стороне там уже картина резко отличалась. И об этом мы поговорим, когда будем за станки говорить. Мыло пятак однозначно и бал за запах. Мне этот запах реально нравится. Да, он на троечку где-то. То есть он не зубодробежный и совсем его нет. То есть вот взвешенная, выдержанная золотая середина. Реально хорошая штука. И, Сань, спасибо огромное за то, что ты делаешь такие продукты, за то, что люди в Беларуси, в России, в Украине могут купить вот такие вот вещи. Это реально подспорье. Вот все эти люди, кто этим занимается, это Елена, Элис, Тойва, этот Александр, ТДСы. Ну, молодцы же, молодцы. Сейчас вот у нас в России выходит на экран, на арену, ну, на горизонт, новая звезда, сами знаете. Ну, тут тоже много таких нюансов. Как-то получается так, что не может русский человек с самого начала вот так сразу сказать: о, классная штука, все, мне нравится, дайте две. Надо где-то поспорить, где-то поругать, где-то откровенно несправедливо обосрать. Почему так, я не знаю. Но совсем скоро, я надеюсь, у нас появится, ну, не буду забегать вперед, а то сейчас все тайны пооткрываю, а оно вам надо. Лучше потом, когда придет свой черед. Александр, классная штука, классная. Помазок. Ребят, ну как я сказал, на крупном плане те же яйца, только в профиль. Ну, в смысле другого цвета. Но узел мне показался все-таки другим. У него стержень больше. Если когда-нибудь появится по Москве вот такой синей ручкой продажи, я бы его рекомендовал тем, кто любит больше массажа. В предыдущем, в желто-оранжевом, было больше доброты, радушности, вот этого все объятия. Он больше вас, так знаете, так вот что-то такое. А этот что-то вот такое что-то вот у него, понимаете? То есть вот ты начинаешь работать, а он тебе так свою бицуху-то показывает, там, тын-тын-тын-тын, и вот уже усилие прилагаешь, после этого он только разойдется. Ну, короче, здесь не тычковый, а толстенький, и его легко раздавить. То есть нет тоненького противного, который тебе будет всю картину портить, а есть такой вот, знаете, тундук, который вот так вот раз и разошелся, если что. Короче, он может работать и так, и так. Если не будете давить, то будете работать всем полностью вот этим вот стержнем, и он будет вас массировать. Если раздавите, перейдете в массовое покрытие, то есть вот тем людям, кто любит вот типа таких вещей что-то, вот я бы его посоветовал. Интересная штука и вполне себе зачетная. По станкам, ребята, я специально отложил на после, потому что я реально в шоке. Для меня это два одинаковых станка, только ручки разные. А в бритье почему они разными получились? Нет же никакой специальной маркировки. Только из-за того, что одна ручка длиннее, другая короче, и брили по-разному. Да ну чушь. Да, конечно, это может быть, но не настолько же. Если с синей ручкой побрил меня, как бархатный котенок, я аж мурчал от удовольствия. Реально четверочка Роквелла. И посмотрите. Ну, кстати, пленка прошла уже. Все прекрасно, все хорошо. Этот явно показывал на балл, а то и на 2 агрессивность выше. Все из-за ручки, что ли? Ну так же не бывает.
Вот этот бритье, он тянул уже на полноценный средней агрессивности станок. А этот тянул где-то, ну да, 4 пороков, вот так и тянул. То есть даже не средняя агрессивность, это где-то, ну сколько он там по общей скале, ну это где-то 5, где-то вот так вот. То есть, ну 4. Вот. Мне вот этот понравился всяко разно больше. А этот бы я посоветовал тем людям, которые любят среднеагрессивные станки. Ну и досадно, что все эти головы без маркировки, и где какая, что, как, определять приходится только вот таким вот тактильным уровнем. Как объяснить вот это разночтение, я не понимаю. Если это на самом деле одна голова, и разница только в ручке, ну ладно, худо-бедно, я готов это принять. А если ручка тут ни при чем, тогда получается, что у них разные головы, что ли? Да не, бред. Делают это с одной матрицы. И когда матрица уже изнашивается, они ее ремонтируют и продолжают делать снова. Это ж головы-то литые. Или штампованные. Что с ними там, как с ними там. Короче, вот такая конфузия, ребята. Предложение следующее. На ближайшем стриме в воскресенье эти станки появятся. Вот те люди, которые их получат, попробуют. Ну вот и скажете, что вы об этом думаете. Ошибся я или в точку попал. Ну а на этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Ну и пускай у вас всегда все будет хорошо. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Ну все. Пока-пока.